Доброго времени суток, уважаемый зритель! Сегодня я познакомлю вас с проектом, который называется Arena Match Gold. И все мы знаем, что развлечения уже проникли в нашу жизнь. Игры, выступающие давно, но уже завоевавшие внимание, такие как Counter-Strike, то есть CSGO, Lineage, Fortnite и многие другие. Может ли криптовалюта преобразовать их? И, собственно, как? На этот вопрос решила ответить как раз этот самый проект, который называется Arena Match Gold. Это проектная криптовалюта, тесно связанная с киберспортом. С помощью этого проекта вы можете делать ставки на криптовалюты, устраивать конкурсы и просматривать рейтинги. Какая же основная проблема сейчас имеется? Рынок киберспорта довольно молодая индустрия, поэтому многие люди, пришедшие туда, не имеют четкого плана действий и действуют по своему усмотрению. Нет плана, который бы помог им зарабатывать и каждый день работать по нему. Команда проекта наблюдала за действиями таких компаний в течение года и теперь пришла на рынок с решением упростить алгоритм действий и с предложением расширить аудиторию. Однако на этом проблемы не заканчиваются. Есть еще одна проблема – ликвидности. Платформы для киберспорта, предлагающие сотрудничество, имеют низкую ликвидность и игроков там немного. Это также может привести к другим проблемам, связанным с аудиторией сайтов. Например, игроки часто просто стоят в очереди, прежде чем они найдут своего товарища по команде. Однако, если желающие игроки удовлетворятся в неподходящее время, платформа начинает терять своих пользователей, что еще больше усугубляет ликвидность. Ликвидность влечет за собой финансовые проблемы для игровых компаний. Для поддержания аудитории необходимы инвестиции. Какие же решения предлагает проект? Arena Match Gold предлагает Arena Shoot Gold. Благодаря этому решению будет создана децентрализованная платформа киберспорта с несколькими игровыми режимами. Таким образом, проект предложит решение, отвечающее интересам многих игроков, при этом экономические проблемы будут устранены. Есть несколько режимов работы, вы их видели до того, как до переключения, в общем. Платформа предложит несколько режимов игры, чтобы привлечь интерес игроков. Сейчас прервусь. Итак, продолжим. Мы остановились с вами на режимах. Итак, первое — это тесты на ловкость. Это режим предполагает, что игроки будут делать ставки на матч. И в первую очередь из-за того, что другие игроки покажут свое мастерство в игре и предупреждающей сложных ситуациях, эта область будет довольно прибыльной, так как люди любят проверять себя, а другие люди смотреть на это. Турниры. Следующим режимом игры будут турниры. Игроки будут соревноваться в турнирах, проводимых через определенный промежуток времени, каждый день, неделя, месяц, неизвестно. Целью этих этапов, проводимых в разных играх, будет получение максимально возможного рейтинга, поскольку в зависимости от проекта участники будут получать определенную прибыль. Battle Royals. Игрокам будет доступна входная плата, чтобы они могли участвовать в заранее объявленных играх в режиме Battle Royale. Это будет обычный одноименной игровой режим, только игрокам снова нужно будет выиграть определенный рейтинг, чтобы также получить выплаты из общего призового фонда. Такие игровые режимы будут проводиться редко, но при этом будет проводиться регулярно. Также я хотел сказать вам о токене. Токен будет децентрализован, построен на сети Ethereum по протоколу ERC-20. Будет синхронизация со всеми сервисами и продуктами Fiat. В
В проекте они будут служить программными токенами, которые будут поддерживать децентрализованную экосистему ставок на киберспорт. Возможно, вы сможете ограничить на выдачу токенов АМГ в размере 100 миллионов токенов. АМГ можно использовать в качестве платы за вход в систему, и такой вклад будет более выгодным, чем деньги фиат. АМГ также может быть использован для оплаты привилегий. В целом токен будет поддерживать децентрализованную часть проекта и его экономическую составляющую. Название, как я уже много раз говорил, Arena Match Gold. Стоимость одного токена 10 центов. Символ AMG, как я уже также не раз сказал. Протокол ERC-20. Десятичные доби 18. Софткапа 5 миллионов. Хардкапа 75 миллионов. Минимальный депозит 0,1 эфира и начальная ставка 1 AMG за 0,0005 эфира. Также хотел рассказать про дорожную карту. Вот она, дорожная карта. Дорожная карта проекта начинается в ноябре 2018 года. Затем был разработан бизнес-план и исследование рынка. А в декабре они заключили партнерство с Overfold Plus и создали Arena Match. В январе 2019 года они получили гранты на сумму более 100 тысяч долларов США. С февраля по апрель они разработали приложение и дизайн единой платформы, а также выпустили в несколько партнерских отношений с Bearbix, OmniGuide, Floodwire. Летом 2019 года планируется более детальное изучение токена, создание белой бумаги и прочего. Также будут выпущены токены и проведены тесты игрового режима. Осенью планируется привлечь токены и добавить несколько новых режимов для CSGO. Дорожная карта заканчивается в феврале 2020 года, когда планируется запустить токен. В общем, далее хотел бы я вам рассказать о команде. Как видите, у членов команды не так уж и много нам представлено. У каждого из них есть LinkedIn и совсем немного информации о каждом из людей. Но это, собственно, не все, на чем кончается наш с вами видеообзор. Конечно же, хотел также я поговорить про White Paper. Для этого мы кликнем на него. По-моему, у меня также долго грузился. Я помню, я кликал несколько раз и не мог понять, поэтому вы тоже, если что, не нервничайте, подождите, все загрузится, все у вас будет в порядке. И вот так расписан white paper данного проекта, то есть вы видите, что вы можете, собственно, найти тему, которая вас интересует, и уже по ней и посмотреть интересующую для вас информацию. А так все подробно расписано, вы сами видите, все красиво, подробненько расписано, вся информация, то, что я вам, собственно, говорил, все здесь есть, даже больше и лучше, потому что в тексте легче это сказать, нежели мне передать словами. Вот всю информацию вы здесь видите, вот информация о команде, то же самое, собственно, что и там. И на этом кончается white paper. Также я хотел вам показать социальные сети проекта. Допустим, вот мы возьмем Twitter и видим, что выкладывают новости постоянно. 2, 1 числа, опять же 1, 28, 28, 28. В общем, новости выкладывают, поэтому рекомендую все-таки присоединиться к Твиттеру, если у вас он есть. Если нет, то давайте спустимся вниз. Также есть и Facebook, есть и Instagram. Так, это у нас что? Twitch. Вот, Twitch нет даже у меня. Но если у вас есть Twitch, то вы можете к нему присоединиться. И, конечно же, Telegram, как я уже говорю, чуть ли не каждое видео, которое связано с социальными сетями, Telegram это самое важное. Потому что в Telegram есть администратор, который ответит на все ваши вопросы. Поэтому присоединяйтесь к проекту. Как видите, вот также не очень много, но достаточно статей, каждые неделю-две выкладывают статью. И это, собственно,
Хорошо, вот видим 7 статей, вы можете их изучить, если вам, конечно, это нужно, если вам это интересно. Давайте перейдем на домашнюю. Вот здесь сразу представлены социальные сети, здесь сразу вы можете писать свой email адрес для того, чтобы вам приходила рассылка. Это, собственно, необходимо, если вы хотите изучать проект. Тут также видите вся информация, которую мы с вами видели, но мы ее заходили в IAMGold и IO. White Paper также рассмотрели. Сюда мы не будем переходить, сюда тоже блок я вам также показал. Рассказал вам всю информацию о проекте, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вы разобрались с данным проектом и у вас не будет никаких вопросов и все, собственно, понятно. Я на это, если честно, очень сильно рассчитываю, но если будут вопросы, конечно же, пишите в комментариях, я обязательно отвечу, можете писать мне в личку, благо я прикрепил социальные сети. Собственно, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, не забывайте перейти по ссылочкам в описании и до новых встреч.